Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 6 марта, понедельник, мы с вами проводим промежуточный выпуск. На улице весна, и я надеюсь, что весна и скорые перемены как в погоде, природе, так и в российской политике принесут вам хорошее настроение. Не уверен, что перемены в российской политике будут заметны непосвященным людям уже этой весной, но, поверьте, уже наступают некоторые перемены. Я вижу, что некоторые вещи начинают осуществляться, те, которых мы ждали, и уверен, что эта весна заложит начало тех перемен, которые приведут к лучшему. Я в этом уверен, надеюсь, что эта уверенность поселится и у вас. А теперь начнем. Начнем с обсуждения тем ярких, иногда веселых, иногда не очень. Но вот Познер заговорил. Познер является пропагандистом чистой воды. Я хочу, чтобы вы не сомневались в этом ни на секунду. Я уверен, что вы не сомневаетесь. Так вот, Познер предал своих братьев и сестер по цеху, по пропаганде анафеме, несмотря на то, что сказал, что он человек неверующий. Итак, Познер не поддал острой критике так называемую специальную военную операцию, но поддал критике пропагандистов в России, сам при этом являясь пропагандистом. Сказал, что он, как атеист, считает, что если на том свете что-то и существует, ну, что-то похожее на ад, то пропагандисты российские попадут в ад. Выглядит все это, конечно, смешно. Познер играет на опережение. Познер, как человек, который чувствует конъюнктуру очень и очень чутко. Познер был пропагандистом при любой власти, и при Советском Союзе, при коммунистах, при Ельцине, при Путине, при Медведеве, при втором, при третьем, при четвертом Путине. И вот началась, да, так называемая специальная военная операция, точнее война, и Познер набрал в рот воды. Он набрал в рот воды, выжидал и, наконец-то, разразился. Что заставило Познера разразиться, как вы думаете, уважаемые зрители и слушатели? Я уверен, что Познер, как человек, который тонко чувствует перемены, прекрасно знает, что российское руководство в лице президента России Владимира Путина и его окружения проиграло эту войну, и перемены очень близки. Как чувствительное животное, Познер не преминул воспользоваться моментом и выступил с такой интересной речью. Еще раз подчеркиваю, на всякий случай не стал парафинить Путина и говорить гадости про его окружение, не стал обсуждать войну и осуждать ее, но поторопился застолбить себе место в будущей российской пропаганде. В российской пропаганде при следующем правительстве, при следующем президенте. Кем бы он ни был, какой бы он ни был. Ну вот, своих друзей, еще раз подчеркиваю, своих коллег по цеху, по пропаганде уже предал такой, уже фактически начинает гонение на них, если так можно сказать. Выглядит, конечно, довольно смешно и весело, но мы можем, конечно, это тоже с сарказмом обсуждать, но надо понимать, что из этой новости мы можем подчеркнуть то, что особо чувствительные люди, особо тонко чувствующие ситуацию и чувствующие нерв современной российской жизни, прекрасно понимают, что перемены грядут. Это немаловажно. Немаловажно. Познер, надо дать ему должное, находится в приличном возрасте, при всей своей обворожительности, при всей своей деликатности, при всей своей интеллигентности, образованности. Все-таки человек, наверное, не из самых лучших и не из самых честных, тем более не самый искренний. Но те веяния, которые идут даже от такого не совсем хорошего человека, мы все равно готовы им, во-первых, не то, что готовы, это нужно и можно воспринимать и обязательно анализировать, делать правильные выводы.
Так, теперь перейдем дальше. Дальше мы перейдем к следующей теме. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Российской Федерации за 2019-2021 год снизилась почти на 5 лет. Прекрасное достижение президента России Владимира Путина. Прекрасное. Пенсионная реформа уже в сущности не нужна. Мужчины не доживают до 65 лет в среднем в России. Не доживают до 65 лет. Это позор. Просто позор. Позор современному российскому руководству. Да, конечно, сюда надо еще прибавить дополнительно те жертвы, которые принесла война. И надо понимать, что все-таки продолжительность жизни мужчин будет еще снижаться. Общий уровень будет гораздо ниже. Мы увидим уже по анализу предыдущего этого года, что уровень жизни мужчин, видимо, не уровень, я оговорился, продолжительность жизни мужчин приблизится к отметке в 60 лет. Это, конечно, кошмар. Мы катимся куда-то в глубочайшую задницу, извините. И меня удивляет, когда граждане Российской Федерации хвалят президента, отдают ему должное, отдают ему какие-то почести, уважение. Конечно, выглядит феерически. Феерически. Ну да ладно. Президент России сделал все возможное для того, чтобы уничтожить страну и уничтожить людей, проживающих в этой стране. Что тут еще добавить, да? Практически к этой новости и нечего добавлять. Перейдем к следующей новости. Следующая новость — это псевдопокушение на так называемого православного олигарха Малафеева. Конечно, ФСБ надо как-то оправдываться за брянские события, за этот цирк, который произошел в Брянской области, за то даже не столько нежелание и неспособность, за тот саботаж, который устроила ФСБ в Брянской области, что позволило вылазке добровольческого корпуса. Я только даже не помню его полное название. Русский, по-моему, добровольческий корпус, если мне память не изменяет. Ну, мы, по крайней мере, понимаем, да, о каких событиях я говорю. Сделать дерзкую вылазку в Брянскую область. Теперь придумали якобы, ФСБ придумала якобы покушение на Малафеева. Чушь полная, все настолько топорно изображено, ну, не было времени подготовиться, поэтому делали из того, что есть. Обвинили тех же ребят, якобы, да, которые проникали на территорию Брянской области, что они еще и на Малафеева собирались устраивать покушение. Якобы даже они причастны к покушению на Дугину Дарью. И вот все перипетии, все несчастья в России, это, конечно, от так называемого русского добровольческого корпуса. Ну да ладно. Зачем понадобился Малафеев с его странной фамилией? И я не скажу, что это не самый близкий человек современной российской власти. Ну да, негодяи. Да, планировал, наверное, пользоваться плодами оккупации украинских территорий. Но сказать, что этот человек, что от этого человека зависит сегодняшняя политическая обстановка или от него зависит положение дел на фронте, абсолютно нет. Абсолютно. Он якобы помогал каким-то добровольческим формированиям российским, но и донбасским, но я вам скажу, что эта помощь была больше в виде пиара, чем реальная помощь. Так, мы с вами уже практически 10 минут в эфире. Сегодня новости были именно такими. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся уже завтра. Я вам хочу напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Также хочу напомнить, что на этой неделе, как и на прошлой, я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы оставите в комментариях к нашему ролику, который выйдет в среду. А всех наших уважаемых зрителей и слушателей
кто хочет получить конкретный ответ на свой вопрос, подписывайтесь на наш Patreon. Ссылка на наш Patreon есть в описании. Ответы на вопросы я сделал, их уже опубликовали, если мне память не изменяет, в воскресенье вчера. В Patreon я имею в виду. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь, слушайте и задавайте свои вопросы. Там я отвечаю практически на все, еще раз повторяю, вопросы. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.